Привет, друзья! Если вы случайно наткнулись на это видео, представлюсь, меня зовут Дарья. Я художник-акварелист. Уже больше года я живу в Армении. Канал я начала вести в октябре 2022 и взяла за правило записывать раз в месяц видео с отчетом о тех работах, которые я написала, нарисовала за месяц. Но сейчас у нас наступил январь, и я хочу сделать это видео таким годовым отчетом. С октября месяца я смогла вырастить свой канал на 1000 подписчиков. И знаю, что многие, кто меня смотрят, видят меня впервые, и пусть это будет таким видеознакомством. И заодно, возможно, вам будет интересно узнать о моей жизни, о жизни художника, о жизни в Армении, о том, из чего она состоит, какие у меня есть радости и горести в моей иммиграции. В Армении я живу с мая 2022. Как и многие, я уехала в этот период из России по понятным причинам и по причинам непринятия того, что происходит с политической точки зрения, и по причинам, в том числе экономическим, потому что как художник мне хотелось работать в открытом мире и не быть замкнутым внутри страны, тем более в ситуации, когда я не принимаю политику этой страны. Уезжала в Армению я без особого четкого плана. Были мысли, что это ненадолго, но вот уже весь 2023 год я провела в Армении, причем я не выезжала даже за границы страны, точнее, я выезжала, но только для того, чтобы обновить штамп в паспорте. И это было прямо буквально доехать до границы и обратно. А так весь этот год я провела в Армении, и это был очень насыщенный год, несмотря на то, что я не путешествовала за пределы страны, внутри самой страны. Мы очень много путешествовали с друзьями, ездили в самые разные места. И это был колоссальный опыт в плане рисования на пленэров, несмотря на то, что территория Армении очень небольшая, но она вмещает в себя огромное количество климатических зон. И уехав буквально на 2 часа из Еревана, я живу в Ереване, вы увидите совершенно другой ландшафт, другие пейзажи. Здесь есть и горы, здесь есть и леса, здесь есть и огромное озеро Сиван, которое по своему пейзажу напоминает море, и объехав его, тоже можно найти разные пейзажи, очень прекрасные, красивые, вдохновляющие. Ну и кроме того, это древняя архитектура, сам город Ереван тоже обладает своим необыкновенным колоритом. Здесь есть и такая пафосная сталинская застройка, и какой-то просто сумасшедший частный сектор, где домики мастятся каким-то невероятным образом друг на друга. Я сама живу в таком районе, где есть гора, которая возвышается над озером, и вся эта гора, как муравейник, усыпана таким частным сектором, который так мастится каким-то невероятным образом, и это создает такой очень приятный колорит и атмосферу. И надо сказать, что первое время мне немножко не нравилось. Мне казалось, что это некрасиво, потому что здесь часто не отделывают фасады домов, если это частные дома, и вот они выглядят такими серо-коричневыми, какими-то не очень симпатичными постройками, но, видимо, сейчас уже со временем я к этому привыкла, и это стало мне так мило, по-домашнему, вот этот особенный колорит. Надо сказать, что до сих пор, когда какие-то местные люди со мной знакомятся и узнают, что я из России, они говорят и не знают, что я здесь уже какое количество времени я здесь провела. Они очень интересуются, как мне нравится Ереван. А для меня уже ответ на вопрос, нравится ли мне Ереван,
или нравится ли мне Армения, он уже настолько объемный, потому что сказать просто одним словом нравится невозможно. Здесь есть разное, здесь есть своя особенность. То есть это, можно сказать, ну, нравится вам кушать, не знаю, персики или не нравится. Нравится вам кушать рыбу или мясо. Но Ереван, он очень многогранен. И Армения очень многогранна. В целом, в общем, мне здесь нравится, потому что мне нравится теплый климат. Для меня мне нравится обилие фруктов, большое количество солнца. Мне нравится общее гостеприимство этого места, потому что это и в местной культуре, и среди людей, которые переехали сюда, есть очень много поддержки, сострадания. И тема сострадания, она довольно ярко звучала за этот год в моей жизни. Лояльность к человеческой слабости, лояльность к несовершенству человеческой натуры. Это то, что, ну, мне кажется, то, в чем я выросла за этот год. И с другой стороны, я сама училась через это прощать себе, и были ситуации, когда очень трудно оказалось самой просить о помощи, о поддержке, говорить о том, что я действительно сейчас с чем-то не справляюсь и нуждаюсь в поддержке. Такой был важный урок, и он еще продолжается, потому что это оказывается часто довольно непросто. И быть и признавать свою слабость и уязвимость — это неплохой навык. В то же время я чувствую, что это меня само делает добрее, я меньше осуждаю людей, меньше держу злость на людей, которые, может быть, стали причиной каких-то неудобств или там даже страданий. Вот эти ноты сострадания, лояльности к человеческой натуре — это то, что в том числе я хочу транслировать через свое творчество, потому что это волнует меня и звучит во мне. И возможно, вы уже видели, или в конце этого видео я покажу свои последние работы. Я много рисую фрукты. И для меня фрукты — это не просто продукт питания, не просто плод каких-то растений, это еще и символ такой повседневной радости жизни, повседневных каких-то ожиданий, мечтаний, таких вещей, которые наполняют нашу жизнь именно жизнью, именно тем, чего мы хотим, что мы хотим иметь. Время мы привыкли, что в библейской истории было именно яблоко, но нужно понимать, что это все-таки перевод, и в целом это скорее лучше переводить как не яблоко, а плод. Плод соблазна или плод познания. Это тоже часть нашей человеческой натуры, и для меня это очень объемная тема того, как это влияет на жизнь конкретных людей, жизнь общества в целом. Чтобы не терять вот эту нить повествования, которая сейчас идет, я хочу показать свои картины, которые я нарисовала последний месяц 23 года. Вот одна из них самая большая, моя одна из самых любимых работ. Эта картина я называю «Пора домой». Ну, думаю, что вы видите, что здесь как раз на контрасте изображены мои любимые персики, которые как символ того, что такого мирного труда, созидания и вот всего того, что я говорила до этого, и военные ботинки, которые, чтобы они уже были сняты, и мы нашли какой-то
другой способ существования, взаимодействия в этом мире. Тему я начала с персиков, но вот в декабре мне было интересно поэкспериментировать с другими фруктами, пройтись по сезонам. Вообще мне очень нравится Армения тем, что в каждый сезон здесь есть какие-то сезонные фрукты, которые очень вкусные и очень доступные по цене. Эта работа, она немножко фантазийная, но я ориентировалась на свои фотографии с путешествий. Здесь есть такое место, которое называется Хор-Вираб. Оно стоит прямо на границе Армении с Турцией. С него видно Арарат. И вот похожая вот такая, я немножко развернула зеркально, чтобы это подходило к композиции. Вот. Ну и здесь я положила такие мандаринчики перед Новым годом. Очень много этого всего, и хочется, конечно, хочется это тоже рисовать и передать вот эту зимнюю атмосферу холода и вкуса мандаринов. Это работа еще по таким осенним воспоминаниям. Ну, надо сказать, что в декабре в Армении еще не везде лежит снег, и есть много даже гор, где все еще нет снега, где вот такие вот такие в сероватых приглушенных тонах пейзажи. Ну и здесь у меня вот появились гранаты. Это как такое совсем другая цветовая гамма, чем в предыдущей работе. Это, как я сказала, в декабре у меня были все фрукты. Это хурма. Ее здесь вот прям рядом с моим домом долгое время висела. Она вот таким вот образом подвешивают ее на веревочке, сушат, там предварительно ее очищают от корки. Возможно, кто-то уже видел, но это очень уютно выглядит, и мне тоже хотелось запечатлеть этот момент. Работа называется «Заготовки». В то же время была интересная мысль, пока я рисовала эту работу, что мы заготавливаем впрок. Потому что надо сказать, что в Армении культ еды и культ вот этих заготовок, он очень, очень высок. Каждая уважающая себя хозяйка, даже нашего современного поколения, в большинстве, они, конечно, очень много готовят и много готовят впрок всяких вот таких фруктово-овощных историй. В этом что-то есть, что-то говорящее о характере людей. Я для себя заметила, что за последние вот годы с переездами я очень мало чего заготавливаю впрок, и, пожалуй, то, что я готовлю впрок, это вот то, что связано с моим творчеством в основном, все остальное у меня очень такое по минималкам, так сказать. Еще одна работа такая тоже длинненькая, у меня несколько такая, хочу прям серию, я думаю, что будет еще одна работа. Это вот такие мандаринчики на ветке на фоне гор. Я не знаю, растут ли в Армении мандарины. Я, честно говоря, не видела. Возможно, они где-то вот ближе все-таки там Грузия, Абхазия, но вот цвет гор туда в сторону, ближе к Грузии, где горы покрыты лесом, он такой примерно похожий. И я решила, что могу себе такую вольность позволить нарисовать вот в таком виде мандарины. Это одна из таких летних мотивов. Мне очень еще один фактор, почему мне очень нравится Ереван. Здесь прямо в городе растет виноград на центральных улицах, огромные виноградные лозы. Даже есть одна улица, в которой виноградная лоза, такая вот толстая, наверное, сантиметров 30 в ширину, она упала, то есть она уже давно лежала как бы посреди улицы, и люди ее обходили, и вот недавно
как бы не знаю, кто это сделал, там правительство или, может быть, люди сами сделали. Здесь, кстати, очень много такого, что люди что-то, ну, очень много чего, что люди делают сами. То есть не ждут от государства, а как-то вот стараются, ну, у кого есть такие возможности, ресурсы, что-то сами облагородить. Так вот, сделали заборчик вокруг этой лозы, чтобы ее... Это очень приятно, потому что она, ну, действительно такая старая, очень красивая. И вот дорожку, асфальт тоже сделали. То есть людям приходилось обходить или перешагивать ее, потому что она выступала прямо на дорогу. А сейчас люди обходят ее по-другому. Вот, ну такой солнечный, красивый виноград. Вот эта работа немножко грустная. Я нарисовала ее 29 декабря, когда были обстрелы, большие там бомбежки в Украине. И ну, для меня это очень такой тоже трогательный момент. То, что кто-то готовится к празднику, кто-то... Жизнь, вот это вот понятие новой нормальности, когда жизнь продолжается, и мы хотим, люди хотят продолжать жизнь, несмотря на то, что где-то это кажется совершенно сумасшедшими, вот эти контрасты. Честно говоря, весь год был наполнен вот такими вот контрастами от максимального какого-то сострадания. Например, когда в Турции было землетрясение, если вы помните, в начале года были сильные землетрясения в Турции, и было очень много жертв, пострадавших. И армяне, несмотря на то, что у них очень напряженные отношения с Турции, все равно помогали и отправляли гуманитарную помощь в Турцию. И в то же время вот где-то люди не могут договориться по самым, казалось бы, очевидным моментам, продолжают войны, продолжают делать какие-то ужасные вещи. Как-то это нужно вмещать все в себя. Как-то мы вот в такое время живем. Последних работ, которые написаны в этом году, просто такой вот теплый натюрморт. Мне хотелось его передать. Я уже даже оформила его в раму. Просто приятный новогодний с новогодним антуражем натюрморт. Сейчас покажу еще несколько работ, по которым записаны видео на YouTube. Есть парочка видео с новогодними рецептами. Там есть еще какао с маршмеллоу. И вот такие вот прянички. Это видео есть у меня на YouTube. Если вам нравится такой стиль. Я, к сожалению, не смогла, не нашла в себе силы продолжить такого рода контент. Он не стал очень, очень популярным, и я решила пожалеть себя и дать себе чуть больше времени на отдых. Ну, в общем, если вам нравятся такие рецепты, видеорецепты, напишите, если они вызовут большой отклик. Возможно, я вернусь к этой теме. Вот эти две работы написаны разными кистями. Это было видео с тестом каллиграфической и классической акварельной кисти. Тоже оно где-то здесь будет в описании доступно. Если вам интересно, какую кисть выбрать, я там делаю максимальный обзор того, как они работают, какая в них разница и для чего их лучше использовать. И еще у нас было 3 большие работы. 2 было вот таких вот зимних. Простите за шуршание. Вот. Был вот такой вот городской пейзаж и пейзаж сельской местности. Здесь интересные технические приемы. Эти работы, уроки по этим работам доступны на моем сайте или на сервисах Boosty и Patreon.
Если вы хотите научиться посмотреть, как это подробно я там разбираю все цвета, все технические моменты. Вот это тоже зеленая работа ворвалась в декабрь, потому что по сравнению с этими я как раз специально формировала так план уроков, чтобы было с чем сравнить, потому что зеленый цвет очень интересный по своей специфике. У меня есть тоже отдельное видео на эту тему. И по этой монстере тоже есть отдельная работа. Обычно я записываю 4 видео в месяц. Каждый четверг у меня выходит новое видео на канале. На канале тоже выходят регулярно новые видео, но на Boosty и Patreon и на мой сайт я тоже выкладываю. Каждый четверг выходит новое видео. Вот. Но 4-е видео в этом месяце были вот такие открытки с фруктами. Так как я много рисую сама фрукты, решила, что открытки в этом году тоже будут вот такие вот фруктовые с мандаринчиками, с апельсинчиками. В завершение этого видео хочу сказать спасибо вам, что смотрите мои видео, оставляете комментарии. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите под видео, я все читаю и в зависимости от ваших вопросов формирую контент к будущим видео. Планирую продолжать вести канал в этом году достаточно активно, насколько мне будет хватать сил, потому что пока что я делаю это одна, так сказать, сама танцую, сама пою. Но вы можете поддержать мой канал Boosty, Patreon, просто напрямую донат. Все ссылки есть в описании. Если вам интересно приобрести картины, они тоже есть на моем сайте. Вы можете подробно зайти, посмотреть, ознакомиться. Если вам что-то понравилось, можете написать мне. Я пришлю какие-то дополнительные фотографии. И также в этом году я планирую напечатать принты со своих работ. Поэтому, если вам понравились какие-то работы, я уже нашла несколько типографий, которые печатают качественные принты. Вы можете их заказать. Еще у меня есть всякие там открытки, закладки, стикеры. Тоже можно посмотреть на сайте. Заходите, смотрите. Это поддерживает меня чрезмерной вот эту вот рекламную паузу. Для меня это большая поддержка. Это позволяет мне делать то, что я делаю, продолжать работать, не идти работать куда-нибудь там не знаю, там, официанткой и так далее, хотя такие мысли иногда мелькают. Все мы немного устаем иногда. Но пока я стараюсь продолжать рисовать, продолжать заниматься, стремиться к тому, чтобы зарабатывать именно в этой области. Я преподаю, я продаю оригиналы и какие-то печатные версии картин. Сейчас уже в Ереване очень много мест, там порядка 6 мест сейчас, где можно купить мои открытки, закладки, вот этот весь мерч. Ну и по почте тоже все это можно получить. Ну что, друзья, поставьте мне лайк, напишите в комментариях, что вы об этом, обо всем думаете, как вы прожили этот год. Будет интересно. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм. Все это есть в описании. Давайте держаться вместе, давайте поддерживать друг друга своим творчеством, своими теплыми словами. Это здорово, когда ты понимаешь, что ты не один, и для меня очень приятно слышать и чувствовать от вас обратную связь. Всего хорошего. До встречи в следующих видео. Пока.